Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я Екатерина Варади, создатель и ведущая этого канала. И сегодня я хочу вам рассказать об одной вещи, которой меня научила психолог моя. Оказывается, большинство из нас, ну, я, по крайней мере, про себя точно могу сказать, что это так, большинство из нас не разговаривает с собой так, как разговаривало бы с любимым человеком. Чаще всего мы говорим себе, когда нам плохо: ну, соберись, перестань плакать, сколько можно быть такой размазнёй, да когда же ты закончишь, например, вести себя так глупо. И сегодня эта мысль, на самом деле сказана она была вчера, но сегодня эта мысль мне приходила весь день. Как прошел наш сегодняшний день? Приехали мой старший сын Саша с женой Настей. Они у нас молодожены, новобрачные. И впервые со времени свадьбы мы проводили день только своей семьей. То есть не было больше никого, мы были вчетвером, ну и Джек, на нашей даче. И мы очень много разговаривали, мы шутили, мы что-то смеялись, мы пошли вместе обедать в ресторане, возили с собой Джека. И все так было очень светло и хорошо, кроме того, что, естественно, каждый из нас, опять же, очень громко думал. То есть это то, о том, что рядом с нами нет Вани, нет человека, который сделал бы нашу жизнь действительно полной и счастливой. Его место пустовало за столом, все сели на другие места, его стул был пустым, не было его голоса, не было его смеха, не было его подколок и юмора. И мы о нем немножко говорили, но чувствуешь, когда ты говоришь, ты стараешься что-то хорошее вспомнить, ты стараешься пошутить, но ты понимаешь, что у всех внутри лежит вот этот вот большой камень горя. И никто его не высказывает, потому что все понимают, что, ну, таким образом мы только омрачим. Здесь не о чем просто говорить, потому что каждый из нас буквально знает, что происходит в другом. И вот эта мысль мне сегодня, из-за того, что у меня были вот эти тоже мысли о Ване, и мысли о том, что это все несправедливо, и то, что вот он ушел, и почему, и как мне, конечно, хотелось местами заплакать. И вот я все время вспоминала вот эти слова психолога, которая мне сказала, что пытайтесь поговорить с собой. Представьте на то время, когда вам плохо, что вы не одна, что вы с другим человеком, и этот другой человек тоже вы. И вы говорите себе такие слова, какие вы хотели бы услышать от любящего вас человека, который вас действительно понимает. То есть не говорит вам какие-то дежурные слова. Ну, такова жизнь, значит, на то была воля Божья. Вы знаете, вот эти классические, там, родишь еще, вот Вика, как говорила в интервью Виктории Петренко, она упоминала такие вещи, родишь еще, ничего страшного. Такие вещи, дежурные вещи, от которых становится всегда только хуже. А ты представь себе, что с тобой разговаривает человек, который тебя понимает. И вместо того, чтобы говорить себе самому то, что я, например, обычно всегда говорю, что перестань плакать, перестань об этом думать, перестань делать все только хуже, перестань страдать, потому что тебе будет стыдно перед Ваней, ты сделаешь Ване хуже и так далее. А я начала себе говорить, пытаться такие слова, как «я с тобой», «я рядом с тобой и буду с тобой все это время, я знаю, как тебе тяжело». Давай вместе погорюем, давай вместе повспоминаем Ваню. Давай поплачем. Но придет время, когда мы уже сможем улыбаться. Придет время, когда тяжелое горе, оно сменит грусть. И я все это время буду с тобой. Я все это время буду поддерживать тебя. И если вот вы меня спросите, то есть так надо говорить с собой все время, когда к тебе приходят плохие мысли, да, и когда тебе, то есть не одергивать себя, не корить себя, не заниматься тем, что почему я, вот как я обычно занимаюсь, Господь Бог у тебя забрал его, и ты должна быть ему благодарна за все, а ты вместо этого там плачешь и стонешь, и горюешь. Вот не говорить это себе, а в диалоге с собой разрешить себе горевать, в диалоге с собой разрешить себе плакать,
Для меня эта мысль очень необычная, потому что я так с собой разговаривать не привыкла. И честно вам сказать, я думаю, что практически никто из нас так с собой не разговаривает. То есть для того, чтобы принять эту мысль, ее нужно долго думать, ее нужно долго, о ней нужно долго размышлять, ее встраивать в свои ежедневные мысли. Это трудно. И если вам сказать честно, это уже не первый раз мне психолог сказал, и только вчера я обратила на это достаточное внимание, и только сегодня говорю вам, потому что вчера она у меня даже не осела как главная мысль. И вот сегодня только это вылезло, и пока у меня получается не очень, но в тот момент, когда я стала это себе говорить, мне стало немножко легче. И я думаю, что вот таким образом мы сможем потихонечку себя, как барон Мюнхгаузен, вытаскивать за волосы. И, наверное, мы будем лучше видеть свет, потому что всегда, когда ты вот так с собой разговариваешь, обычно, ты чувствуешь себя одиноким, ты сам себя одергиваешь и чувствуешь, что ты заталкиваешь эту боль еще глубже. А когда ты оказываешься сам для себя помощником, партнером и любящим человеком, и понимающим человеком, то мы эту боль не заталкиваем, мы эту боль и горе не заталкиваем в себя, а наоборот, мы разрешаем ей выйти. И есть надежда, что если мы перестанем быть для себя судьей и одновременно подсудимыми, а станем себе другом, то ситуация с нашим горем каким-то образом изменится. Это не значит, что мы забудем наших детей, не значит, что мы совсем перестанем о них горевать. Но наше внутреннее состояние, оно будет все-таки меняться, потому что, не все равно, с кем ты живешь дома. С судьей, который тебя осуждает. Давайте представим себе близкого человека. Вот у меня муж, например, если бы он меня судил за все, и мне каждый раз говорил: замолчи, хватит так себя вести, да как же тебе не стыдно, мне бы было с ним вообще некомфортно. А именно потому, что он так не говорит, именно потому, что он оказывает мне во всем поддержку, как любящий человек, мне с ним очень легко, и я могу ему довериться. И вот мне кажется, что главная мысль для меня, мысль на сегодняшний день, это то, что нам нужно научиться быть себе доверенными лицами и любящими людьми и друзьями. И, кстати, знаете, вот действительно какие-то знаки все время приходят. Я сегодня открываю интернет, у меня просто под рукой, я ждала Сашу, мы собирались идти с Джеком гулять, я сидела на террасе и ждала. Открываю, беру телефон, в руках ничего нет, планшета, который я читаю, нет. Телефон я особо не использую, я редко, смотрю какие-то истории, чтобы повысить настроение. И тут я открываю Facebook, который в нормальном случае не открываю, потому что я там вижу очень много негативной информации, и для меня сейчас это очень тяжело. И натыкаюсь на пост некого Марка Фишера, на которого я не подписана, я не знаю, кто он такой, вот хочу разведать. И пост о собаке сначала. Собачья тема меня интересует. Я читаю, что собака этого человека, Марка Фишера, она из-за того, что они много раз переезжали, у нее случился очень глубокий стресс, и собака стала страдать. То есть она стала выть, когда они уходят из дома. Она стала скулить по ночам и, в общем, вести себя не очень адекватно. И ей пригласили зоопсихолога. И зоопсихолог, позанимавшись с собакой, дал 3 рекомендации хозяевам. Первое – это гулять в темпе собаки, то есть если собака спешит, то идти быстро, если собака хочет постоять, то стоять, если собака там долго, медленно идет, и ей явно хочется понаслаждаться именно вот этим медленным процессом, наслаждаться этим медленным процессом вместе с ней, то есть жить в темпе собаки. Вторую рекомендацию – это хотя бы 2 раза в день по 5 минут с ней играть, чтобы она испытывала радость. Это вот сейчас у меня Джек, вот он как раз испытывает радость, потому что я только что покормила и дала ему вкусняшку. Он валяется на полу на этой вкусняшке и рычит. Поэтому не удивляйтесь, это такие страшные звуки. Они на самом деле свидетельствуют о том, что собака счастлива. Не верь ушам своим, называется. И третью рекомендацию, которую он дал собаке, это замораживать ей паштет и выкладывать замороженный паштет, чтобы она часа 1,5 лизала этот паштет. Замороженный она съесть не может, и, соответственно, она лижет, чтобы его съесть, и постоянно получает позитивные эмоции. И вот чем заканчивается этот пост. Он говорит: я подумал, сказал Марк Фишер,
как бы было здорово, если б я мог сам к себе применять всего лишь эти 3 рекомендации. Это жить в том темпе, в котором я сейчас могу. Это доставлять себе небольшую радость, хотя бы 2 раза в день по 5 минут. И сбрасывать энергию негативную, которая собирается, ну, не лизанием паштета, у нас у людей есть пару, думаю, других способов для того, чтобы сбросить это напряжение. И он заключает тем, что наверняка наша жизнь в этой ситуации станет намного лучше. И вот знаете, это буквально было час назад, когда я прочитала этот пост, и я думаю, боже мой, это абсолютно в тему того разговора, который я планировала сегодня. Вот что сказать. Первый раз увидела этого автора, первый раз увидела эти рекомендации, они полностью совпали с моими мыслями. Не первый раз уже у меня такие совпадения, мне кажется, что это не случайно. И еще в завершении я скажу такой интересный момент. У нас произошел опять полтергейст Барабашка-Ваня. Думаю, скорее всего, Ваня. У нас нашалил дома, у нас лежит шланг с насадкой. Такой насадка-пистолет, который можно разбрызгивать. И вот муж, когда уходил, он совершенно точно помнит, что он выключил воду, но и оставил пистолет, потому что он его никогда не снимает. Поскольку у нас сильная засуха сейчас, и он просто поливает деревья, потому что с поливочной системой у нас какая-то там фигня происходит, она не очень хорошо поливает, очень слабый напор воды, потому что, опять же, засуха, и поливочные головки не все открываются, то есть, ну, все плохо, и он, значит, вот эти вот, когда мы здесь, он поливает эти кусты. Естественно, насадку не снимает. Мы уходим обедать все вместе, дома никого не остается, включая Джека. Мы приходим домой, лежит отдельный шланг и отдельно открученная головка от этого шланга. То есть он говорит, муж меня спрашивает, ты, говорит, не снимал насадку? Это вот я вам сейчас про насадку рассказала, потому что он мне об этом тоже рассказал. Я понятия не имела, что она существует, потому что я приехала на дачу второй раз за сезон, и я вообще не знаю, что он там делал с садом. Это у меня муж там придумывал вот эти вот методы, как поливать растения, и чем поливать, и где он там хранит этот шланг, я даже понятия не имела. Он подошел, спросил к Саше, Насте. Естественно, никто не в курсе. Ну, Джек, понятное дело, физически не мог это сделать. И он опять смотрит на меня и говорит, ты понимаешь, говорит, что он не мог слететь сам. Он прикручивается к шлангу очень плотно. И я его совершенно точно не откручиваю. Потому что в этом нет никакого смысла, поскольку я поливаю несколько раз. И этот шланг с насадкой лежит там перманентно. Я говорю, слушай, ну, Ванька нахулиганил опять. Вот знаете, на самом деле, что это такое? Вот я не знаю. При этом никому из нас не становится страшно, не хочется спрятаться под кровать, закрыть за собой дверь и сидеть дрожать. То есть ощущения светлые. И вот мы с Сашкой вечером гуляем с Джеком. Он говорит, а этот, говорит, зараза, ходит тут, шланги откручивает. Мы здесь о нем переживаем, а он раз, шланг открутил и скрылся опять. И опять же, да, вот, да, есть горе, да, есть боль. Мы опять во время гуляния проговаривали. И Саша, знаете, как сформировала? Я вот все время мучилась тем, что я не могу определить вот это чувство, которое меня охватывает каждый раз, когда до меня доходит, что Вани нет. А Сашка, он молодец. Я ему все время говорю, ты знаешь, я говорю, я не могу тебе передать. Это такое ужасное чувство. И тут Саша мне сегодня рассказывает. Я, говорит, сегодня ехал, услышал, говорит, песню, которую ты мне дала послушать. И меня, говорит, прохватило. Я стала рыдать. Это была песня, которую мы слушали вместе, когда ехали во Фрайбург забирать вещи. Соответственно, соответствующие ассоциации у нас с ней сложились. Я, говорит, сижу, рыдаю в машине. И ты знаешь, говорят, вот в этот момент у меня такое ощущение, как будто у меня возникает внутри пропасть, вот какая-то пустота, в которую проваливается сердце. Я как будто бы ощущаю, что это сердце провалилось внутрь, и я не могу вдохнуть, вот оно провалилось туда. И у меня такое ощущение, как будто ты сам летишь в пропасть. И что вот это место, где было сердце, оно вдруг начинает накапливаться темнотой, заполняться темнотой. Эта темнота там начинает накапливаться. И потом мне нужно много-много времени, чтобы эту темноту из себя выжать. Вот слушайте, я говорю, Саш, вот это ровно то самое, что я испытывала, просто я не могла это так выразить. Вот это ощущение, что у тебя вот ты сначала живешь нормально, вдруг у тебя какое-то воспоминание, и ты чувствуешь, как у тебя проваливается сердце, и все, и тебе страшно, тебе больно, тебе тошнотно. И при этом
приходит темнота, и ты должен эту темноту из себя как-то вырвать. И вот это тот самый момент, когда нужно применять разговор с собой. Дорогая, я знаю, как тебе тяжело. Я знаю, что эта пустота невыносима. Давай вместе погорюем, давай поймем, как это страшно, и давай вместе попытаемся эту темноту из нас убрать. Я не уверена, что это очень эффективно вот так. Может быть, есть какой-то лучший способ, но я буду пробовать идти по этой дороге, которую мне порекомендовал психолог. И мне кажется, что уже этот день стоило прожить для того, чтобы это понять и захотеть разговаривать с собой. И мне кажется, что если хотя бы вот у меня всегда есть надежда, что то, что я говорю, хоть кому-то, хоть одному человеку поможет. И если хоть кому-то иногда вот такая дружеская, теплая беседа с самим собой поможет хотя бы на 1%, то это уже, значит, все было не зря. Дорогие мои, я вас очень люблю. Я очень хочу, чтобы вас темнота заполняла реже, но если она будет вас заполнять, если на вас будет наваливаться горе, то знайте, что мы есть друг у друга, а самое главное, вы есть у самих себя. И вот это тот ресурс, который с нами всегда. Я вас обнимаю от всей души, от всего сердца. И очень хочу, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы провели хорошо сегодняшнюю ночь, сегодняшний день, в зависимости у кого что. И я очень надеюсь, что все будет хорошо, и завтра мы с вами опять выйдем на связь. Дорогие мои, до свидания.